старые здания. Тут отель состоит из 4 домов, то есть такой свой мини-городочек. Мы пошли гулять. Поужинать надо. Еще хочу показать вам воронов, которые сидят у нас на входе. Такие птицы. Послезавтра мы пойдем в Колизей, а сегодня в темноте посмотрим со стороны. И обратите внимание, да, что громко здесь бывает, но я не про это. Здесь есть трещина, и в свое время это все зачем-то надо было сохранить и заложить вот такой стеной из мелкого кирпича. У него огромная толщина. А кирпичики совсем малюсенькие, вот как у этой стены. Так что много вопросиков. Если учесть, что все разрушено. Смотрите, какие выбоины везде. Не только с внешней стороны, но и внутри. Такое чувство, что там что-то было, и это просто вырвали с корнем. Время на каждом шагу. Старина. Что мы раньше делали, когда у нас не было телефонов? Рим – это город, который построен на руинах прошлой цивилизации. На каждом шагу вот такие стены, обелиски. Если приглядеться, то мы увидим символы Египта. Вот такие улочки. Идем гуляем в сторону Ватикана. Сегодня нас ждет там музей. А это базилика де Сан-Джованни. И обратите внимание, огромные фигуры наверху, они больше 7 метров. Это 2-3-этажный дом. Вот такая у них высота, поэтому мы их очень хорошо отсюда видим. 12 апостолов, Иисус. И их можно подробно рассмотреть, даже не поднимаясь наверх. Внутри этой базилики находится трон Папы Римского. Именно поэтому он считается основным, центральным в Риме. Я всегда обращаю внимание на потолки. Смотрите, в базилике какие шикарные узоры и стены. Чего только вот эти одни двери стоят. И тут пяточка у младенца, видимо, все подходят, и ее труд, чтобы исполнялись желания. Я не устану говорить, что, к сожалению, ниши пусты, а в этих нишах должны стоять какие-то скульптуры, которые стоят, видимо, где-то в других местах. И когда входим внутрь базилики, вот такая вифлеемская звезда здесь. И дальше начинается настоящий музей. Вот те самые скульптуры, про которые я говорила. И огромные просторы, золотые потолки, объемные орнаменты. Ну, все сделано, конечно, монументально.
наполнять энергией. Здесь ее в огромном объеме. Очень приятное освещение, ангелочки везде по потолку. И вот это сказка. Смотрите, какие шикарные цвета. Все такие землистые, красные, зеленые. Захоронения, выставленные на показ. А вот здесь, обратите внимание, каких-то картинок не хватает. Что-то замаскировано, то, чего не дано нам увидеть с вами. А это конус, став под который вы наполнитесь невероятным количеством энергии. Но вход туда не каждому разрешен. Так что пока есть возможность только созерцать глазами. Наслаждайтесь. Рядом с собором Папы Римского на площади установлен обелиск. Смотрите, какой он огромный. Монументальная башня. И альтернативная история рассказывает о том, что это антенна для приема электричества. Простая история. Нам всегда говорит, что это было переправлено из Египта, привезено еще в античности и в дальнейшем только установлено в той точке, где сейчас находится. Но если приглядеться, мы с вами можем увидеть, какая это махина, и что человеческими руками это сделать практически невозможно. Мы идем в Ватикан из отеля, и больше часа у нас нужно было пройти. И поначалу я все фотографировала, но потом поняла, что я уже устала фоткать, потому что это каждый дом, каждое строение, каждый собор, это все очень интересно. Поэтому фотографировать заканчиваем, идем по прямой, а то можно так успеть, билеты же куплены. Ватикан. И мы двигаемся туда внутрь, чтобы попасть в музей. А здесь находится граница Ватикана. И шаг за шагом мы переходим за границу, попадаем в Ватикан. Заодно озвучил, да? Наше видео. Также обелиск стоит, собор. И здесь выступает Папа Римский на площади перед людьми. Очень важно понимать, что вход в музей находится не на площади, а нужно ее обойти с обратной стороны. И вот мы сейчас идем минут 15, наверное. Лучше билет покупать заранее, не знаю, есть ли возможность пройти без билетов. Вы все равно отстоите, конечно, очередь, она отдельная, онлайн-тикет называется, если билетики вы приобрели. Ну что, мы идем, с левой стороны люди без билетов, а в нашем ряду, видите, скорость совсем другая очереди, по билетикам мы пройдем значительно быстрее. И вот
Вон основной вход. И огромное количество народу с билетами. Как спереди, так и сзади. Пришли пораньше, за 40 минут, и нас отправили в конец очереди. Сказали, что мы слишком рано. Поэтому идем в конец очереди, выжидать свое время. Вышли мы во двор Ватикана, увидели большую шишку. Я вспомнила, что эту шишку привезли отсюда, из другого места. Тут еще и львы. Очень интересный герб с ключами. И звездочки. Звезды часто встречаются. И увидели мы металлическую землю. И внутри конструкции, похожие на механизм часов. Или еще какой-то механизм. Сейчас повращают. Все не случайно. Тут можно ходить и исследовать все бесконечно долго. А в этом зале выставлены только животные. Кабаны, львы, обезьяны, каких только нет. Ну и те животные, которых мы не знаем, когда человек и животное единое целое. Скульптурушка. Здесь фигуры уже покрупнее выставлены. И чаша огромная. Тарелочка для великанов. Обратите внимание, здесь глазки какие у статуи. На потолке это отдельные картины. И фрески, и мозаики. Мне кажется, один только этот зал. Если внимательно рассматривать, много всего интересного можно увидеть. Здесь вот, например, чаечка у нас тоже. Хотела бы попасть, но не смогла, потому что сетки висят на окнах. И здесь мы увидим крепости звезды. Очень интересная картина наверху. Статуя, которая распалась на части, упала. К чему бы это? Интересно всегда. Вопросов много, ответов мало.
мы с вами привыкли, что камины раньше топили, но несколько встретилось мне ниш подобных, и вытяжки нет ни у одной. Все почему? Потому что на самом деле камины придуманы были позже. И эти ниши для другого существовали. Без чего не бывает Италии? Конечно, без пиццы. Да. Поэтому первое, что мы здесь попробуем, это, конечно, вот эту вкуснятину. 4 сыра с грибочками, с артишоками и с маслинами. И местечко замечательное. А здесь сколько лимончиков здесь над нами висит. Это Санта-Мария-Маджарея. Это базилика Папы, еще одна. И расположена на одном из 7 холмов. И как всегда рядом мы видим обелиск, уже поскромнее. Но считается, что это самая высокая базилика, точнее ее колокольня. Вот с крестиком наверху. И мы видим 2 ключа. Это символ Ватикана, соединение духовного и материального, скрытого и открытого. 2 ключа. Считается, что один ключ золотой, небесный, и второй серебряный, земной. Можно рассматривать интересные переходы. Какие-то окна закрытые, какие-то застеклены. И мы это наблюдаем в любой базилике, в любом храме. И, как всегда, статуи наверху. Все базилики похожи одна на другую, но каждая имеет свою изюминку. И сейчас я обошла базилику с обратной стороны, точнее, с лицевой. И можно увидеть здесь очередь, как всегда, стоит, чтобы пройти внутрь. И лучше видно колокольню, возвышающуюся над самой базиликой. Вот эти рекламные плакаты, конечно, честно, напрягают. Хотелось бы увидеть полностью строение. Давайте приглядимся, что там внутри. Надеюсь, сфокусирует телефон. И пока я рассматриваю эту базилику, Полине покупаем фотоаппарат. И скоро у нас будут еще более качественные фото и видео, для того, чтобы их выставлять, чтобы вам рассказывать интересные моменты. И мы видим опять те же самые гербы, ангелы, архангелы, которые сопровождают мир иной. По центру Иисус Христос и сверху апостолы. Это классическая версия. Вверху Мария с младенцем. И обратите внимание, что апостолы показывают в разные стороны направления, что можно идти вправо, вперед, назад, налево, куда вы пойдете. Так и будет ваша жизнь настроена, будет изменяться в зависимости от той версии, которую выберете вы сами. Если мы будем рассматривать схему данной базилики, то мы увидим, что она похожа на стрелку, на ключ, может быть, на крест. По-разному можно интерпретировать. То есть разговор про то, что, заходя внутрь, вы можете этими ключами открыть что-то внутри, какие-то потаенные стороны. И будут происходить изменения. И те же самые ангелы, архангелы будут помогать вести вас в новые направления, познавать себя. Если вечером в Колизее не было ни одного человека, то сейчас мы идем толпы.
Что же здесь происходит летом? Если это в марте, не сезон туристический, тут, наверное, вообще не протолкнуться. Спортсмены итальянские. Да, и наперсточники. Ну, не вижу, Саш. Может быть, ты со своей высоты. Как 90-е в России. Да? Вот так в каждой нише должны стоять были скульптуры. Но их нет. Мы зашли внутрь Колизея. Вот самая высокая стена, которую ранее снимала снаружи. Разрушена. В Валенсии, конечно, меньше разрушений там. Да, это как раз то, о чем я говорила, что в каждой нише должна стоять скульптура. То, что видим на сегодняшний день, это осколочки, кусочки колонн. И то, обратите внимание, они тоже украшены символизмом лиц. Если забраться повыше, то вот такой вид вас ждет. Если приглядеться, то мы увидим, что здесь доделали конструкцию. Не знаю, зачем такими большими блоками. Неужели так проще было? Потому что часто доделают просто кирпичом. Римский Колизей, он не самый большой, есть несколько значительно крупнее, но считается, что это самый сохранный из всех. Ну, если мы с вами рассмотрим, тут одни стены остались, даже места, где сидели люди, и то их практически нет. Вот белыми камнями показаны ступеньки, на которых могли сидеть. Но мы с вами понимаем, что это очень тяжело просидеть долгое мероприятие на таких, даже не на стульях, да, а на ступеньках. Для чего они вообще были нужны, это опять же новый вопрос. Первоначально Колизей был белого цвета с мраморным покрытием. Здесь показано, каким он должен быть. Ну, все остальное нам уже показывает в темном, состаренном качестве. Мы спустились пониже. Смотрите, как красиво был выложен пол разными цветами, плиточками. Это арка Тита, вход в форум. Здесь можно увидеть, как римские солдаты выносят трофеи после захвата Иерусалима, в том числе подсвечник из 7 штук, называющийся Минора. Это здание называется Церковь Максенция и Константина. И мне кажется, что она произвела на меня намного больше впечатления, даже чем Колизей. Она просто огромная, больше 20 метров в высоту. Это 10-этажный дом. Если приглядеться, здесь даже красивые орнаменты внутри видны. Такие шестиугольники вымощенные. Раньше здесь стояла огромная статуя Константина, но сейчас ее перевезли в какой-то музей. Здесь какое-то все живое, то есть находится прямо на улице, а не выстроено людьми в определенном порядке. Вот этот хаос мне нравится даже больше. И форум раскинут на огромной территории. И, конечно, очень жалко, что все разрушено. Практически все. Остались какие-то маленькие толики, на что можно посмотреть. Радует, что что-то реконструируется. Но, честно скажу, мне хотелось бы увидеть какие-то моменты,
Вот точно как в те времена были, чтобы реконструкция была сделана, доведена, скажем, до конца, а то по отдельности, кусочками маленькими только показано. Огромные колонны. Сейчас посмотрим, что здесь откопано было ниже нашего уровня земли. Ну, так вот тут интересненько. Самое огромное строение — это пантеон. Тут видны даже деревянные стяжки. Смотрите, какая у них толщина. Просто невероятная. Вот, чтобы сравнить, вот люди внизу. И какая огромная масса камней. Столько колонн много. В музее Пегарини собрано несколько выставок, и одна из них рассказывает о том, как в разных странах рисовали при помощи перьев, палок и других элементов, которые можно было найти в обычной жизни. Ну, например, из палочки сделали дракона. Китайские скульптуры. Насколько они тонко проработаны. Невероятное искусство. А этот зал музея рассказывает про окаменелости. Обратите внимание, как собран пол. Какая прелесть. Из каменных пластинок. Рассматривая пол, можно и так понять, про что в дальнейшем будет рассказывать музей. И, конечно, по сей день археологи находят в камнях останки животных, которые отпечатались в камне, насекомых, растений, много рептилий. А в этих залах предыстория Италии, что здесь находили. Вот здесь можно посмотреть, понажимать. Сильно отсвечивает, правда. Ты на что нажал? На копье? Смотрите, какие маленькие домики. Причем полностью сохранившиеся. Давайте пофантазируем. Может, это домики феечек, гномиков. Но мы в них не верим. А у них есть своя посуда. Причем в этом музее ее большое количество. Вот что это за человечек такой. Какой-то необычный. О, смотрите, какая красота. Такие башенки с мелкими детальками. Это специально для праздников делают определенные гильдии города. Часто это в Сицилии происходит. Одевают эту башню на плечи и несут ее, показывая, какие ремесленники у них есть, какие профессии. Ой, как я люблю, когда макеты делают в музеях. Тут можно все подробности рассмотреть. То есть это показано, как на площади ведутся бои. Кто-то на лошадях.
какое-то шоу. Вокруг люди сидят, рассматривают, следят за действием. Вот здесь показано. Древняя гравюра. Ну, не древняя, вернее, старая, по которой и создавалась эта композиция. Еще один Белен. Рождественский вертеп с городочком. Здесь каждый герой живет своей жизнью. И не каждый еще знает, что родился святой на земле. Тут уже нет такого рынка. Просто много героев. Какие-то с корзиночками, каких-то ароман. Кто-то танцует. Ага, вот рынок. Рынок с этой стороны такой небольшой. Выставки бывают разные. Смотрите, какая необычная выставка на время. Светящиеся в темноте картины. Ну, точнее, это сделано на тканях. Они вот так натянуты. Шикарные виды Рима. Куда ни встань, везде красота. Сейчас поднимемся по ступенечкам. Хочу увидеть мозаику в виде Торуса. Или Тора. По-разному можно называть. Мы дошли до площади, и сейчас я вижу, что это скорее звезда. Смотрите, здесь острые углы. 12 лучей. То есть мне только показалось сперва, что это похоже на фигуру Торуса. На самом деле 12-лучевая звезда. Конечно, это хорошо бы посмотреть было бы сверху. Например, вот там, с вышки, с колокольни. Но возможности подняться туда нет. Поэтому будем довольствоваться тем, что видим. Причем этот рисунок задумал Микеланджело в свое время, но не воплотил в жизнь. И по его чертежам эта мостовая была выложена значительно позднее. По крайней мере, так в истории написано, что в 20 веке. Вчера мы обходили весь форум изнутри, а сегодня прогуливаемся уже с внешней стороны. С разных ракурсов, конечно, все это выглядит по-разному. В этом и прелесть.